Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайка, и сегодня я буду задавать вопросы Блейду о философии игры за атаку на трейне, на примере матча против Форс. Первое, о чем стоит спросить, как правильно контролить карту. Вот есть основные зоны контроля, точки А, точки Б. Можно сделать контроль типа зелень, то есть все возможные точки, которые есть. Вот там есть middle, есть вверх-вниз. Там в идеале картинки надо забрать все 4 зоны. Конечно, если тебе будет легче атаковать, логично. Вот, но в зависимости от того, как ты хочешь распределить в раунде концентрацию именно своих игроков и гранат, и какие зоны тебе нужны для того, чтобы соперник понял и отреагировал на конкретные действия. Вот, то есть соперник должен получать какую-то от тебя информацию, которую нам нужно, чтобы он получал, чтобы он определенно смещался и так далее. Таким образом строится много очень раундов. А какие страты обязательно должны быть на трейне? В атаке нужно иметь дефолт, контролить карту, раскидка Б, раскидка А. Вообще, чем более вариативна твоя атака, логично опять же, тем эффективнее она будет. То есть конкретная зона, вот там есть зона здесь. Ты пытаешься тренировать так, чтобы было эффективно, выходить со всех зон в разные стадии, опять же, потому что гранаты откидывают по-разному. И еще менять при этом темп игры, да. То есть можно фейковать. То есть все уже зависит от фантазии, от какого-то креатива, наверное. Если закуп не идет, как правильно разыграть форс? Какие цели и трудности таких раундов? Да ничего сложного нет. Тебе нужно создать игровую ситуацию, при которой ты можешь уравнять шансы в данном раунде. Мы можем попробовать накинуться на одного игрока, если он даст нам это сделать. Мы можем попробовать сделать раскидку и создать игровую ситуацию, в которой сможем укоротить дистанцию дуэлей. Мы сможем выпустить игроков на точке, и под правильную раскидку, мы видим, что здесь очень много раскидки, можно выпустить игрока сюда, игрока сюда, игрока сюда, и создать хаос. То есть цель — создать дискомфорт. В конкретном матче камбэк начался с форса из-за репика снайпера форс. Что ты об этом думаешь? Ну, здесь я однозначно могу сказать, что это очень грубая ошибка от Сепауэра, и он как бы пикает, видит всю ситуацию и возвращается еще раз стрелять. В данном случае яркий пример, то, что происходит, я могу сказать, почти во всех играх, когда игроки делают чрезмерную агрессию. Они как бы чувствуют это в игре, иногда они не могут даже с собой совладать, и это влияет на всю игру. Ты сам для себя, то есть я такие вот ошибки просто ненавижу, когда делают игроки. Терпеть не могу. То есть ты осознанно даришь шанс, не раунд, но шанс даришь сопернику взять раунд. Именно осознанно. Он возвращается, он дает сначала понять, что он там, возвращается и репикает. Это самый, знаешь, пик глупости, которая может быть у молодых игроков. Очень многие игроки, процентов 80, переходят к этому только после того, как они сами проиграют какие-то турниры. Когда они начнут осознавать, что нужно играть более сейфово, то есть более эффективно. Тогда такие ошибки делать перестает. А если взять 15-й раунд, можно ли сказать, что Simple ошибся, оставив атаку в меньшинстве с первых секунд? Челленджи, дуэли постоянно на карте происходят, особенно авиков. И всегда интересно, кто кого переиграет, кто выстрелит первым, эти доли секунды решают, какую позицию займет, кто как по микро разыграет, кто по таймингам правильно придет, ну и так далее. Поэтому здесь никакой ошибки не было ни у кого. И что дальше происходит? Они доходят до зелени, сгоняют флита. Он уходит сюда, приходит Джерри, Симпайр укрепляет Б. Вот, и здесь Джерри выходит на дуэль. Вот, и электронник выигрывает. Вот, но смотри, как КС так складывается, что комбинаций розыгрышей очень много. И это всегда игра рисков и игра ошибок. Это кто-то выигрывает, кто-то минимизирует эти ошибки. Мы, по сути, особо ничего и не делали. Мы просто шли и работали с картой. Но после этих 2 киллов, видишь, мы выходим на А под 2 смока и под флешки, и стараемся просто сыграть на размен. Авик выходит очень широко на камеру. Наверное, все-таки даже больше скажу тебе, что ошибка была больше, наверное, даже от Бумыча. В этом вся и суть, что КС — это игра принятия решений, которая отталкивается от ситуации на карте. И для того, чтобы правильно принять решение, особенно, как ты говоришь, в меньшинстве, для этого нужно понимать уровень преимущества на карте в данный момент. У кого оно есть, в какой зоне. Анализируя это преимущество, ты можешь понимать, что тебе делать. Если оно у тебя есть, ты просто его используешь. Если у тебя его нет, нужно его заработать и вернуть обратно. На допах был интересный фейк. Расскажи, почему не удалось закрыть карту на этом раунде? Это обычный раунд, фейк, раскидка Б, тут ничего особенного нет. То есть, я думаю, на каждой карте можно иметь какие-то фейки, пытаться со соперника растягивать, ловить на перетяжках. Я вот анализировал после игры со Старлес на Инферно, знаешь, когда Денис убил 3 с молика в курилке больших.
Они спланировали там все, там, перетянули игрока там в рез, поработали с картой. То есть они все идеально сделали в этом раунде, правда. Сделали в итоге заход. Но в конечном итоге все опирается в то, что конкретный игрок выходит из курилки в их молике, в зону, которую они попытались изолировать, и дает 3 килла. Их бить в раунде — это все, в данном случае это был исход матча. Также и здесь. Идеи может быть разные. Там скидка, фейк. В конкретном итоге ты придешь к тому, что тебе нужно будет убить модельку. Если ты этого не сделаешь правильно, там, с точки зрения микро, тимплей, размен, какой угол выберешь, какую гранату кинешь, должно быть эффективно. Могу сказать, что у нас часто пока что исполнение в многих идеях страдает, потому что мы многие вещи добавляем, которых не было у команды вообще, и им тяжело это делать иногда. Это вопрос времени. Флик, как обычно, играет, делает то же самое все. Видишь, он с точкой практически не работает, стоит на 32 секунде на контакт. Вот Джерри стягивается под раскидку Б. Как бы игрок сюда стянулся, видишь, Джерри. И потом по инфе хоп, он убегает. А если, например, добавить игрока в зелень, крысу какую-нибудь, просто на риск. Ну, мы смысл этого не знали, что здесь так все будет. Но если смотреть на игру, да, как можно этот раунд улучшить. Да, видишь, Денис должен его разменять, должны атаковать, а мы раскидываем. Вот, но то, что я говорю про исполнение, да, мы к этому стремимся, чтобы оно было лучше. Есть раунд с выходом на Б, который явно не задумывался фейком, но закончился клатчем на А. Расскажи, как принимается решение, исходя из игровых ситуаций? Пришли на Б, работать вчетвером с Б, посмотреть, есть возможность выйти на точку. То есть мы могли туда просто уйти, в принципе, если бы нам не дали этого сделать. Соперник дает нам выйти на точку, мы стараемся выйти на точку. Смотри, есть 3 игрока, почему-то давят вниз. То есть, в принципе, мы анализируем этот раунд, но идея вообще не то, что мы обсуждали. Ошибка в, наверное, исполнении. То есть неправильно вообще типа вспомнил свою роль один игрок, правильно заколил второй игрок. Здесь происходит что у нас? Егор дает этот фраг. Раунд как минимум эффективен тем, что создаются дуэли, в которых у нас преимущество. Уже хорошо, что они выходят сюда. И потом, видимо, по инфе от Дениса, здесь он дает как бы кол, давайте вернемся на А. Чуть-чуть не успеваем по таймингу. У нас остается 2 наших самых сильных игрока. И для кого не секрет, что как мы стараемся это делать как можно чаще, чтобы именно эти 2 игрока оставались в клатч-раундах. И дальше уже все дело, знаешь, за скиллом, креативом, за их мышлением и так далее. И вот здесь как бы все решило именно то, что одно принятие решения, видишь, так, оп, нырнули. Первый момент. Второй момент, то, что нам дали поставить бомбу, все равно. То есть лучше челу нырнуть, ну, типа, рискнуть и выйти умереть, дать килл, ну, бомбу убить. Когда ее будут подбирать, будет совсем другая ситуация. Когда терры ставят бомбу, они могут просто уйти в постплан по позиции, а скилловые игроки, они могут творить там просто невероятные вещи. Можно брать раунд 1 в 3, 2 в 4, потому что ты знаешь, что ты играешь уже в преимуществе бомбы. Кому-то нужно ее дефузить, всем нужно концентрироваться всем контрам в одной зоне, типа в точке. Бомбы, ты можешь просто ее чекать, зашивать, ну и так далее. То есть, ну, это вообще меняет игру полностью, постановка бомбы. И многие как бы там не задумываются, а это очень важный момент. Вообще, могу сказать и так, что они делали все правильно, в принципе. Единственное, что вот это выбегание себя было не нужно вообще абсолютно, имея чела в спине. Но это, как бы, я говорил до этого, что это одна из особенностей Force. Они очень много, как бы, выходят играть на дуэль в соло. На этом с атакой все. Если вы хотите, чтобы выпуск про КТ-сайт вышел как можно быстрее, пишите об этом в комментах. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто болеет.